Ребяшки, приветствую вас в прекрасном городе Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Плюс 29 градусов. Сегодня мы покажем вам самый технологичный в мире плавучий дом. Вот он стоит за нами. Называется AirCap. Маленький дисклеймер. Внутрь не зайдем. Штука оказалась настолько востребованная, что арендована уже на 4 года вперед. Но подплыли максимально близко, арендовали лодку, знаем, что внутри, покажем вам. Так что сядьте, так сказать, поудобнее, расслабьтесь. Быстрый обзор. Самый технологичный плавучий дом в мире. Поехали! Итак, значит, то, что стоит за нами, повторюсь, называется AirCap. AirCap, но правильно произносить AirCap. Его впервые показали в феврале 2019 года на Miami Boat Show. Это выставка яхт. Так, сейчас, секунду. Течение легкое есть, и дом плавучий. У нас тут лодка тоже сильно плавучая. Короче, с февраля 2019 года этот дом практически постоянно находится в воде. Ну как в воде? Вот он не совсем в воде, что к чему, сейчас еще расскажем. Снаружи у нас 2 этажа, длина 23 метра, вес у этого плавучего дома 268 тонн. Проектированием занималось датское архитектурное бюро, а строительством компания, которая находится прямо здесь, в Майами, называется РМК Merrill & Stevens. Между прочим, эти ребята обслуживают яхты с 1885 года. Что по технологиям? Это самое интересное в этом плавучем доме. Вот эти вот 4 стойки, штуки, называются ноги. Они так это и называют. Гидравлические ноги. То есть вообще-то этот плавучий дом может прекрасно плавать. Но его рабочее состояние, то есть когда он, собственно, дом, это вот такой вот вид. То есть он приплывает, останавливается, и ноги опускаются в воду на глубину до 12 метров. Здесь, конечно, не такая глубина, но вот гидравлические ноги 12 метров. То есть он упирается в дно и, собственно, стоит вот так вот. Его конструкция, включая ноги, включая корпус, включая остекление, может выдержать в том числе ураган 4 степени и силу ветра 250 км в час официально. Дальше по технологиям. Солнечные панели занимают всю крышу этого дома. Он может быть полностью автономен и полностью работать только от солнечной энергии. В базовой версии у нас 40 киловатт, в максимальной версии 80 киловатт. Но если он работает только от солнечных батарей, то уплывет недалеко. Поэтому опционально ставится генератор 60 киловатт, а также аккумуляторы до 800 киловатт. Здесь 2 электрических мотора. Вот винты. То есть в поднятом состоянии они у нас находятся над водой, но когда ему нужно куда-то плыть, гидравлические ноги опускаются, причем как бы ноги задвигаются вот туда вот, и они плывут вместе с домом, и максимальная скорость на воде у нас 10 км в час. Да, немного, но это не катер, и ему не нужна никакая буксировка, он плывет сам. Ну и еще один приятный техномомент, прям как у Tesla есть версия Long Range, то есть можно уплыть дальше, можно плыть быстрее. Стоит прилично, на сайте есть целый конфигуратор, но если вам нужно, поставят моторы помощнее. Ребятки, сойдем на берег на 55 секунд, пока не укачало. К тому же у нас тут новенький Huawei MateBook D16. 6 крутых особенностей. Безрамочный экран 16,1 дюйма, а габарит и вес как у пятнашки. Рабочий ноутбук, который удобно брать с собой. AMD Ryzen 5 4600H и до 2 терабайт на SSD накопителях. Включение в одно касание, сканер в кнопке. Кстати, блок питания вот такой вот компактный, но 65 Вт. Много портов. Да, вы можете воткнуть сюда сразу 2 USB-флешки. Ну и не только. Пятое. Есть функция мультискрин. Берем смартфон Huawei, подключение в одно касание и, пожалуйста, пользуемся. Экран смартфона на экране ноутбука. А еще Huawei MateBook D16 не шумит. Красота. Специальная ссылка внизу. Очень рекомендуем. Продолжаем с домом на воде. Чем дальше от него отплываешь, мы вот снимали его сначала с берега, кажется, что он довольно небольшой. Подплываешь поближе, вроде чуть больше, но любопытно, что там внутри большая гостиная, огромная кухня, 4 спальни. И, как говорят его создатели, он суперкомфортный внутри. Даже когда работают двигатели, когда работают гидравлические ноги, там вполне можно спать. Стеклопакеты, шумоизоляция, все продумано. А теперь, значит, самый интересный момент. Вы эту штуку купили. Где можно стоять? Можно стоять, если вы в Майами, почти где угодно. Вот это вот все называется Public Waters. Вы спокойно можете подплыть на этом плавучем доме, если вы не мешаете судоходству, если не занимаете чью-то private property, то есть парковку рядом вот с домами, стоите, скажем, вот здесь вот, абсолютно разрешено. По законам штата Флорида можете стоять практически где угодно.
Вот, смотрите, лодочка плывет. Уже очень популярно, вообще очень популярно. Многие приезжают посмотреть плавучий дом, все таки дружелюбные. Неважно, за сколько яхта, за 500 тысяч долларов или за 2 миллиона, все машут руками, говорят привет, прям во Флориде. Приятно, приятно. Дома за миллиард никто нас отсюда не выгоняет. Пожалуйста, плавайте на здоровье, смотрите, фоткайте, никакой охраны нет вообще. Ну, отвлеклись. Ну и самое интересное, ребятушки, цены. В базовой, самой простой базовой конфигурации, на которой вы мало куда уплывете и вряд ли там вам будет удобно, это все стоит 2,2 миллиона долларов. Если нажать все галочки на сайте, где есть конфигуратор, добавить все опции, long range, мебель, крутые стекла, систему очистки воды. Забыл про систему очистки воды сказать. 15 тысяч литров. Здесь бак чистой воды. И если вдруг у вас там вода закончится, вы где-то дрейфуете, тут есть система сбора, очистки и накопления дождевой воды. То есть дождь прошел, все очистилось, вода накопилась, можете пить. Так вот, если поставить все галочки, вернемся, на сайте конфигуратора стоимость этого плавучего дома будет составлять 10,2 миллиона долларов. Но это... Но, короче говоря, за 10,2 миллиона долларов внутри будет полный люкс. Стоять вся мебель, будут все технологии, крутые двигатели. Если вам это нужно, без проблем. Оптимальная конфигурация стоит 5,5 миллиона долларов. Но еще один важный момент. Если у вас нет лицензии капитана, его придется нанять. Но если вы планируете на этом плавучем доме, все-таки он плавучий, перемещаться. Плюс там страховка, налоги, это все тоже немножко придется доплатить. Но тем не менее, конечно, недешево. 5,5 миллионов долларов. Однако здесь стоят столько, на самом деле, яхт, которые стоят намного дороже. Это первое. А второе, спрос на него оказался очень большой. Арендован на 4 года вперед, снимают клипы, арендуют для мероприятий. Нужно поставить здесь без проблем, нужно поставить туда, прям привозят на место, вставляют на 3 дня, и он там стоит, потому что стоять можно практически где угодно. Многим из нас это все какая-то дичь, какие 5,5 миллионов долларов, но технологии нужны. Еще раз сорян, что не зашли внутрь, но дом арендован на 4 года вперед, постарались сделать для вас по максимуму, даже вот лодку арендовали, чтобы показать самый технологичный плавучий дом в мире. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Привет из Майами, увидимся, пока.